Добрый день, дорогие львы! Вы находитесь у меня на канале Татьяна Мин Красота Таро. И это Таро предсказания для львов. Если у вас Солнце во Льве, конечно, Луна, может быть у вас несколько планет в гороскопе стоит в знаке зодиака Лев, асцендент, восходящий знак зодиака в момент вашего рождения был Лев, тогда смотрите этот расклад. И мы посмотрим все сферы жизни. 6 карт соответствуют 6 осям зодиакального астрологического круга. Я астролог и таролог, и поэтому рассматриваю карты по моему астрологическому методу. Итак, первая карта для львов на апрель – это правосудие. Но вы будете выяснять какие-то отношения с вашим партнером по жизни, либо по бизнесу, по работе. Может быть, заключать какие-то новые договоренности, как-то узаконивать ваши отношения, либо наоборот, восстанавливать справедливость. Это очень серьезная карта. Здесь, скорее всего, вы решитесь на какие-то документальные оформления ваших взаимоотношений. Но мы еще будем открывать другие карты, статусные, и брать совет из колоды Астрокоды. Опять карта Judgment или суд. Суд, да, здесь у нас второй сектор гороскопа, финансовый, второй, восьмой. И две карты вот эти совместные здесь у вас, львы. Это, конечно, интересно, потому что, возможно, вам придется обращаться в какие-то юридические инстанции. Может быть, это будет связано с вашими выплатами, с делами, связанными с наследством, раздел имущества, алименты, кредиты, какие-то там другие, да, финансово-документальные вопросы, связанные с банками и со страховыми выплатами в том числе. Поэтому здесь, скорее всего, у вас будет оппонент, у вас будет какой-то защитник, у вас будет, ну вот, полная ситуация с этим связанная, может быть. Может быть, время действительно пришло для решения каких-то таких вопросов. Что будет у нас в этом секторе? Шестерка пентаклей. Ну, шестерка пентаклей может говорить о том, что как раз-таки вам для того, чтобы решить удачно ваши дела, нужно будет найти необходимых людей, может быть, даже как-то договориться, что-то, как это правильно сказать? Ну, здесь на карте изображен юноша, который совершает подношение, да, то есть благодарность, как-то отблагодарить кого-то. Либо, возможно, вы делали кому-то что-то хорошее, и сейчас пришло время тоже попросить услуги. И как раз-таки вот эти карты, которые связаны с правосудием, и кармическим правосудием, и юридическим, и как раз-таки сектор 3-9 дом тоже здесь относится косвенно к этой теме. Так что здесь действительно, может быть, это время отдать какой-то кармический долг, может быть, это время спросить с кого-то, да, долги, но вы здесь можете заниматься какими-то финансовыми документами, но пока я думаю, что это должно пройти все благоприятно. Что скажет нам 4-й и 10-й сектор? Опять же, да, туз мечей. Это тоже такая карта справедливости, карта четкого решения какого-то, которого вы можете принять в апреле. Вообще для вас, львы, апрель – это 9-й сектор, да, то есть вы 3-9 сектор, вот эта ось, на котором у вас происходит затмение, которые уже начались в марте. И это может означать как раз ваше окружение, люди, с которыми вы общаетесь, как вы общаетесь с людьми, да, какие-то документальные вопросы, вопросы, связанные с переездом, с обучением. Вот эта вся сфера общения, документации, транспортных средств.
И здесь у вас как раз-таки какое-то вот решение, может быть, вы что-то принимаете, какое-то решение относительно вашей работы, вашего статуса. Вот здесь у нас две карты угловых домов, статусные карты, правосудие и туз мечей. Конечно, по этим картам сразу можно сказать, что действительно прям какие-то судьбоносные документальные решения вы принимаете. То есть меняется ваш статус, вы подписываете важные какие-то документы, которые влияют на ваш статус. Насколько сильно вы раскрутите, да, вот это колесо жизни, кто-то, может быть, получит, не знаю, новый сертификат, а кто-то откажется, допустим, от должности какой-то и выйдет там на пенсию, или вынужден, да, подать в отставку, ну, к примеру, я говорю. То есть это тоже сила вот этого аспекта будет по-разному, может влиять на каждого льва. Я даю несколько вариантов. Еще одна пентаклевая карта. Здесь у нас уже выходили пентакли. Это четверка пентаклей. О, и карта Иерофанта. Но я не знаю, что такое у львов. Может быть, напишите в комментариях, что такое у львов происходит. Потому что, на мой взгляд, как сейчас складывается расклад, у многих львов какие-то тяжбы, либо судебные, либо решаются какие-то дела бракоразводного процесса, либо по работе, у вас там какие-то перемены, может быть, начальство меняется, вас тоже это затрагивается, то есть вот это вот государственные какие-то вопросы даже могут быть. Очень такие вопросы, связанные с серьезными документами. Но четверка пентаклей здесь и совместно с шестеркой пентаклей вы будете склонны как-то общаться с людьми на тему финансов, да, на тему каких-то вот реальных материальных денег. Но у меня почему-то складывается впечатление, что если, например, вы лев и занимаетесь бизнесом, то здесь у вас может быть уменьшение клиентов, у вас может быть уменьшение даже в каком-то плане финансовых средств. Либо вы сами добровольно делаете паузу и перестаете вкладывать деньги, например, в развитие вашего бизнеса, вашего хобби, либо у вас все проходит без изменений, да, потому что четверка пентаклей это такая карта прижимистая, экономии какой-то, и здесь по каким-то причинам, может быть, пока идут какие-то другие дела, более важные в вашей жизни, да, вы пока приостанавливаете свои финансовые рабочие процессы, либо так происходит. Нельзя сказать, что денег нет, но они не прирастают вот в апреле. Но, кстати, в апреле у нас ретро-меркурий, да, поэтому, может быть, действительно как-то это будет влиять на вас. И, ну, что-то приостановится относительно денежных поступлений, либо просто будет развиваться не так быстро, как хотелось бы. Ну и 6-12 сектор, здесь выходит Иерофант. Иерофант сама по себе такая эзотерическая карта, религиозная, морально-духовная, да, и 6-12 сектор тоже с этим связан. Поэтому здесь у вас могут быть какие-то муки совести, или наоборот вы обретете Бога в себе, может быть смена религии, либо какое-то покаяние, либо какие-то, может быть, даже эзотерические, духовные какие-то практики, вот все, что связано с самыми такими высокими духовными исканиями. Работа у психолога, может быть, это избавление от каких-то зависимостей ментальных. Это очень серьезная карта, и, может быть, вы как бы переходите на новый уровень, прощаете себе какие-то грехи, вы навсегда расстаетесь с чем-то в вашей жизни, либо наоборот принимаете какой-то сан, принимаете какую-то ответственность, такую более духовную, да, как бы принимаете на себя вот эту карму, что вам нужно пройти этот путь сейчас, да, чтобы было легче потом. То есть это очень серьезные дела вообще здесь у вас. И опять же, 12-й сектор, Иерофант связан напрямую с сектором 3-9 дом, где находится сейчас у нас лунные кармические узлы, поэтому я не знаю, вы напишите, что здесь у вас может быть. Плюс ко всему, в ваш сектор партнерства вошел Плутон, тоже могут быть
перемены на уровне сознания, подсознания относительно ваших партнерских отношений и статуса, и вообще всего, да, поэтому для львов, конечно, могут быть перемены, особенно для тех львов, кто любит расширять свой кругозор, кто живет больше интеллектуальной какой-то жизнью, да, внутренней какой-то жизнью, а не только внешней, да, то есть это вот, если вы человек глубоко думающий, то тогда у вас будут еще больше перемены. Может быть, здесь, конечно, у вас работа в сфере помощи людям, медицина, какие-то закрытые организации. Может быть, вы уезжаете в другую страну, и таким образом, да, завершается этап вашей жизни в одной стране. Может быть, вас назначают как посла, как дипломата куда-то, и вы вынуждены, да, по работе куда-то уехать надолго, или просто далекое у вас путешествие, которое тоже меняет ваше представление о жизни, о мире, о религии. Это очень интересные карты, на мой взгляд. Вы должны воспользоваться вот этой мощной энергией, которая будет вам дана для того, чтобы, ну, несколько перекроить что-то в своей жизни. Значит, Вселенная хочет этого от вас. Какой совет для львов мы возьмем из колоды Астрокоды? Две карты сразу. Карта Стрельца и Джуна, астероид. Стрелец, опять же, да, это 9-й сектор, про который я вам говорила, где у вас и затмение сейчас происходит. Джуна – это какое-то партнерство, то есть, скорее всего, львы будут как-то, может быть, расширять круг своих знакомств, может быть, вы более свободно почувствуете себя в отношениях, либо поменяются как-то ваши вот вкусы, что-то, какое-то представление о ваших отношениях. Это может быть какой-то роман, иностранный, роман легкий, потому что Джуна это все-таки астероид, да, это не такая полноценная планета. Поездка какая-то с вашим любимым человеком, отдых совместный. Не обязательно, что это вообще любовный роман, это может быть какой-то ваш хороший друг или подруга, теплые взаимоотношения. И либо это человек, либо вы, как-то вот это может расширить ваши горизонты, вы можете воспрять даже духом. Вот это все-таки 9-й дом, здесь у вас очень-очень прослеживается. Может быть, юрист какой-то или человек другой, да, связанный с документами, но по Стрельцу часто проходят юристы, освободит вас от какой-то тяжбы судебной, поможет вам, да, либо вы сами, как юрист, начнете работать и поймете свою вот эту силу знаний. Сила знаний здесь и карма. 10-й сектор гороскопа, это как раз у нас была вот эта птица. Ну, на самом деле это какой-то египетский бог, я забыла его название. 10-й сектор гороскопа тоже здесь встает на первый план, тем более ближе к концу апреля у вас, если вы там в 10-м секторе, скопится много планет, телец. Вот, кстати, вы типичный лев, если у вас обычно в конце апреля, в начале мая, да, в первой части мая, если у вас в это время происходили какие-то статусные перемены, например, вы выходили замуж, там, разводились, или вас повышали в должности в это время, или вы меняли работу в это время, да, конец апреля, начало мая, может быть, вы стали родителями, бабушкой, дедушкой в это время, да, то тогда вы, скорее всего, типичный лев, и у вас действительно 10-й сектор стоит в знаке зодиака Телец, и тогда для вас это будут действительно какие-то перемены грандиозные. Это может быть работа, о которой вы мечтали, это может быть повышение, либо, например, вы заканчиваете университет и поступаете на какую-то определенную должность, либо наоборот вы идете в университет и становитесь студентом, или вы разводитесь, или вы уходите с работы на фриланс,
То есть статусные какие-то перемены, очень благоприятные, которые вы ждали и как бы которые вот уже невозможно пропустить, потому что здесь у вас кармические карты выходят, и как будто бы у вас это уже настолько накипело, да, настолько это к вам близко, что вы как по иерофанту принимаете что-то вот на себя, как новая вера в вашей жизни. Вы начинаете верить во что-то новое и, соответственно, жить по-новому тоже. 12-й сектор, это вот иерофант, про который я говорила, что обновление какое-то. 12-й сектор идет перед первым сектором, да, для того, чтобы ребенок родился, мама ходит беременная, она вынашивает ребенка, да, и 12-й сектор рождения, вот этих родов как раз, и само уже рождение происходит, оно невозможно без 12-го сектора, без каких-то указаний на это, без подсознательного их решений относительно этого. Также и у вас здесь открывается, возможно, что-то вот с этим связано. Может быть, у кого-то это оздоровление, а может быть, эзотерические какие-то практики, новый выход в астрал, да, кто на каком уровне находится, у того и происходит улучшение в этой сфере жизни. Вот такой интересный у вас месяц, дорогие львы. Я желаю вам новых достижений, ярких событий и преодоления любых трудностей, если они у вас возникнут в апреле. И не забывайте о том, что грядет май, для вас еще более судьбоносный месяц для львов, для многих львов. Поэтому до встречи на моих новых видео. Вы были на канале Татьяна Мин. Красота Таро. Всем пока!